Дорогие мои, у огня с вами Северин. Я храню этот ночной огонь и рассказываю истории так, чтобы слышались шаги прошлого, запахи комнат, шепот бумаги и теплый треск поленьев. Если вы впервые заглянули к нам, подпишитесь, пожалуйста. У нашей двери всегда горит маленький фонарик. По его свету легко найти дорогу в самый туманный вечер. Поставим чашку ближе к пламени, приглушим свет. Вдох, теплый, как пар над фарфором. Выдох, спокойный, как искра, уснувшая в золе. Входим. Дорогие мои, присядем ближе к огню. Я поставлю чашку так, чтобы пар тянулся тонкой нитью вверх, и пламя отражалось в фарфоре, как в маленьком пруду. Давайте на минутку приглушим свет. Оставим только наш камин, чтобы тени легли длиннее и мягче, чтобы любые лишние слова ушли за порог, где всегда горит наш маленький фонарик у двери. Если вы здесь впервые, добро пожаловать в наш круг. Подпишитесь, дорогие мои, чтобы в любой вечер дорогу к огню было легко нащупать даже на ощупь, в густом тумане. А если вы с нами давно, вы знаете наш ритуал. Вдох теплый, как воздух над чашкой. Выдох спокойный, как погасшая искра, что уснула в золе. Сегодня у огня человек, чья судьба звучала лязгом бронзы и тонкой осенней скрипкой, а между этими звуками жил шепот бумаги, перо, лампа и бесконечная жадность к словам. Лев Троцкий. Революционер, изгнанник, лидер альтернативной, возможной, не случившейся России. Я не стану раскладывать перед нами страницы, как карты, не буду звать главы и подглавы. Пусть пламя само ведет нас, и пусть дыхание живет своим размером. Мы просто будем идти от запаха влажной земли до горечи апельсиновой кожуры, от скрипа лестницы до густого гула толпы, которая сперва шепчет, потом дышит ровно, а затем сама становится голосом. Если на пути попадется тяжелое место, мы остановимся на один вдох и один выдох, как привыкли, без команд и звонков, лишь небольшим кивком огню. Детство пахнет сыроватой доской и молоком, что успевает чуть подсластиться на солнце. Утренние дворы еще не раскалены, прохлада складывается в ладони, как невидимая вода, а щепа под босыми ногами легко колется и тут же забывается. Тень низко натянутой крыши сдвигается так, будто кто-то снаружи мягко развернул весь дом. В этот воздух входит мальчик, острый взгляд, будто у него на языке всегда еще одно слово, быстрее и точнее предыдущего. Он тянется к газетам, к бумаге, к голосам, которые можно носить с собой, как горсть камешков в кармане. Вечером лампа расплывает вокруг себя теплый круг, в который попадает кромка стола. И пальцы, пока еще маленькие, настойчиво проводят строчки, словно проверяют, все ли реки на карте впадают туда, куда им назначено. Потом приходит город, корявый почерк вывесок, сырость подарками, приглушенный стук чужих шагов. Типографская краска оставляет на подушечках пальцев матовый блеск. И эти пятна пахнут так, как пахнет обещание утренних новостей. Остро, немножко сладковато, с привкусом металла. Учатся говорить не для того, чтобы слышали, а чтобы наконец-то получалось дышать. Слова становятся мостками через быстрый ручей бессмысленности. Ступай и не оступись. Он пробует голос на прочность так, как дети пробуют на прочность лед в начале зимы. Короткий шаг. И назад, прислушаться к треску. Лев узнает, что текст можно не просто прочитать. Ему можно задать ритм, как шагу в длинном коридоре. Тук, 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 и за тобой уже идут. Эмиграция раскрывает перед ним свои влажные камни мостовых, свои пахучие кофейни, где утренний пар вписывает на оконных стеклах длинные, как судьба, вертикали. Париж — свет, отраженный от рек, Лондон — дымка, вязнущая на воротнике, Вена — тонкие чашки, в которых ложечка тихо постукивает о край.
Чемодан становится формой существования, не вещью. В него укладывают не рубашки, в нем лежит привычка собираться быстро и не оглядываться. Почерк на страницах сгущается. Не случайный, упрямый. Буквы укладываются рядом, как кирпичи в стене. В этом письме нет лишних витков, если они не нужны делу. Он пишет быстро и живет быстро, а мысли подгоняет, как смышленый кучер подгоняет лошадь, не плеткой, голосом. Но вернуться — это как войти в комнату, в которой тебя ждали, хоть и ругались вслух. Воздух Петрограда сырой и густой, будто его можно резать широким ножом на ломти. На гранитных крошках у Невы скользит подошва, и на мгновение кажется, что сама земля не уверена, стоит ли удерживать человека, который пришел менять ее рисунок. Заводы дышат ровно, низко, глубоким гулом. Из ворот выливается шепот, сминается, выпрямляется, становится речью. Он выходит к людям и на секунду молчит, как музыкант, приложивший смычок к струне, но еще не решивший, откуда начать. Потом говорит, и воздух становится плотнее, и то, что до этого было разрознено, приобретает темп, как шаги на мосту, когда уже не можешь идти вразнобой. Мы, дорогие мои, знаем, высокий жар слова редко держится без плотной прозы дела. Нужны сапоги и расписание, мосты на бумаге и мосты через воду, уголь, который лежит не в целом, а в количестве, подходящем под котлы, что надо греть сегодня. Нужны сухари, которых хватит на неделю, и карандаш, что не скалывается, а самый важный номер. Из этой прозы, строгой, иногда безжалостной, рождается поэзия армии. Штабные комнаты пахнут мокрой бумагой, потом дает о себе знать плотно набитая шинелью вешалка, лампа перегорит вовремя, чтобы все снова сплотились над столом и, несмотря на ощупь, отыскали запасную. Фразы на приказах короткие, как отрывистые удары дождя по подоконнику. Где-то в соседней комнате невидимый телефон. Его звонок приходит всегда на секунду раньше, чем все готовы. Там, где идея превращается в механизм, всегда слышно тонкое скрежетание. Негромкое, но настойчивое. И вместе с ним притухший шепот сомнений. Он говорит «так надо?» И большинство понимает, что «так» значит «прямо сейчас» и без отступлений. От этого голоса не греешься, как от пледа. От него собираешься, как в дорогу. Иногда это голос, который просит заплатить чужими жизнями. Иногда это голос, который сомневается ночью, но утром снова говорит твердо, потому что учится у утра его определенности. Хочешь, не хочешь, а свет начался. Соперничество, как температура в комнате, которую трудно измерить. Мел в кабинетах пахнет пылью и школьными воспоминаниями. Доски, на которых выстраивают стрелки, белеют пятнами, и рука, что держит тряпку, стирает не только схемы, но и чужие мечты. Он знает цену длинным коридорам, знает, как далеко может быть от кресла до двери и как много событий укладывается в эту дистанцию. Молчащий сосед — это не пустота, это шар, который катится тихо, но ровно в нужную сторону. И чем яснее становится, кто поведет, тем короче и холоднее письма, тем суше формулы согласия и отказа. Одиночество входит в его шаги, как тень, что теперь всегда идет слегка впереди. Дорогие мои, приглушим на секунду разговор. Послушаем треск полена. Вот тонкий, как игла. Вот плотный, как ломка льда. У огня легко вспоминать, ради чего мы собрались. Если вы еще не с нами, самое время подписаться, чтобы этот уголок тепла был рядом, даже когда за окном мокрый снег цепляется за фонари. И кажется, будто город устал. А мы продолжим, ровно, без спешки. Изгнание отдает солью и железом. Портовые веревки оставляют на пальцах шероховатую пыль. В кафе на столиках остаются круги от чашек, и эти круги напоминают кольца на воде, когда камень бросили давно, а отголосок еще идет.
Он пишет длинные письма, не ласковые, не для того, чтобы утешить, а чтобы отрезвить. В них есть прямота, от которой иногда сжимается сердце. Но бывает, что эта прямота единственная, что удерживает мысль от расползания, как горячей смолы по земле. Он спорит с невидимыми собеседниками, отвечает на вопросы, которых ему не задавали вслух. И каждый раз как будто стирает запотевшее стекло и пальцем проводит на нем вертикаль. Нет, вот так. Бывает, дорога делает странные изгибы. Не те, что в атласе, а те, что в судьбе. Его путь ложится длинной лентой. Острова, станции, города, где его имя произносили шепотом, и города, где его имя пытались забыть. Любая гостиничная комната похожа на предыдущую, и все же в каждой свой звук. Где-то старый лифт вздыхает медным голосом, где-то гул улицы идет по полу, как трамвайный ток, где-то вода в кране поет тоньше, чем обычно. Он берет тетради, сложенные корешок к корешку, кладет на стол перочинный нож, карандаш и очки и начинает разговаривать с будущим, которое еще не знает, как ему понадобятся эти слова. Мексика встречает его не как туриста, а как человека, который идет медленно и смотрит долго. Глина, нагретая днем, отдает тепло ступням. В тени апельсиновых деревьев пахнет тонкой горечью, и хочется провести пальцем по шершавой кожуре, чтобы понять, сколько в этом запахе детства, а сколько чужой земли. На кухне соль в блюдце блестит так, будто в ней спит маленькая звезда. Лампа над столом наливает желтый круг, в котором четко видно все. Запятые, которые он ставит уверенно, и паузы, на которые он решается неохотно. Тут он ведет свою последнюю большую войну, бумажную, сражение за смысл, за право говорить иначе, когда иначе уже звучит почти как «вопреки». Альтернативная Россия, о которой он думает, не плакать на стене. Она локальна, как запах хлеба у пекарни в 5 утра. И безмерна, как способность 2 людей договориться без посредников. Фабрика в этом мире — хор, в котором слышно каждого, и дирижер не выше, он просто задает темп, чтобы никто не сорвался. Дисциплина, не плетка и не страх — это общий ритм, как дыхание в строю, где никто не тянет простыню на себя. Старые слова становятся другими, если сказать их по-честному, без выгодной мути. Он видит страну, где управление — это прозрачность. И прозрачность оттого бывает холодной, что не прячется в теплых покровах традиций. Он понимает, такая Россия слишком честна к себе, чтобы нравиться всем. Но у каждой честности есть цена. Одиночество, от которого не греет даже мексиканское солнце. Он идет по дому так, будто пропускает через себя каждую стену, камень, известку, тишину. Слышит соседей, слышит радио, которое иногда щелкает и заикается, и в этих перебоях есть странная музыка. Он правит строки, возвращается к абзацу, что не отпускает, переводит дух, меняет слово на более точное, и снова идет по тексту, как по берегу. Пальцы открывают ящик стола. Там лежит нож, перо, нитки, и вдруг становится ясно. Даже предметы в этом доме — про ясность, про нож и нитку, про то, что соединяют и что разрезают. В жизни каждого, кто много говорит правду, есть момент, когда тишина перестает быть отдыхом и становится решением. Звук меняется, не громкость, тембр. Дверь вдруг закрывается иначе, и понятно, что закроется надолго. Мы не будем вглядываться в детали, они слишком легко притягивают взгляд и крадут смысл. Скажем только, что финальный удар звучит не на площади и не на трибуне, а дома, где пахнет апельсиновой кожурой и горячей глиной. И там, где до этого шла речь, наступает тишина, та самая, которая другая. Остается гул. Всегда остается гул, послевкусие, как после крепкого чая, который выпили не спеша. И остаются слова,
которые не умеют умереть? Они переползают через годы, как огонь перебирается по поленьям, пока где-то еще есть смола. Его письма, его статьи, его лезвие прямоты и упругость фразы — все это продолжает быть тем светом, который не заменит день, но выручит ночью. И каждый, кто подойдет к нашему огню, может на секунду представить ту альтернативную Россию, не чтобы согласиться или спорить, а чтобы услышать, как она звучит. Если это похоже на музыку, значит, в нас еще живет способность двигаться в темноте на звук. На этом месте мы сделаем всего один медленный вдох. Представим, что огонь шевельнулся, и тень побежала по стене, как рукопись, где кто-то торопливо поставил запятую и вдруг успокоился. Я поставлю чашку чуть ближе к камню, чтобы тепло поднималось от него ровно и мягко. Мы никуда не спешим. Мы просто здесь. И эта здесьность — то единственное, что помогает говорить честно про тех, кто жил слишком громко, чтобы их можно было быстро забыть. Дорогие мои, если кто-то присоединился поздно, пододвиньтесь, места у огня хватит всем. Я, Северин, рядом подброшу новое полено. Если наша дорожка слов и тепла вам близка, подпишитесь, пожалуйста. У нашей двери всегда горит маленький фонарик. Он знает ваши шаги и зажигается заранее, чтобы в любой вечер дорогу к огню можно было найти без суеты. Мы уже идем по следу. И этот след иногда похож не на линию, а на дыхание. Вдох — вперед, выдох — вглубь. У каждого большого человека есть своя тишина за стенкой. То, о чем он не говорит, но что звучит, как низкий бас, подхватывающий мелодию сверху. В Троцком эта тишина странной природы. В ней не усталость от борьбы, а знание ее цены. Он не романтизирует ни бунт, ни власть. Бунт требует логистики. Власть требует отчета. Это скучно, но без этой скуки даже самая горячая речь превращается в дым, что не согревает. Он раз за разом возвращается к сухим вещам. Дисциплина, учет, ответственность. И раз за разом платит за это отсутствием тепла в собственной речи. Так в слове появляется металл. Чистый, звенящий, но холодный. Не каждому такой звук по душе. Но порой именно он спасает от обмана, когда хочется укрыться в мягкой неправде. Слово «лидер» кажется мраморным и тяжелым. Но Троцкий руководит иначе, как дирижер, который слышит не только оркестр, но и зал. Он часто говорит так, будто учит не покоряться, а организовывать непокорность. По его логике, свобода тем чище, чем точнее инструмент. Это парадоксально. Свобода, которую удерживает не хаос, а порядок. Не шум, а ритм. Он верит, что дисциплина без кнута возможна, как марш, в который все вступили сами. Если вслушаться, то в этом слышится вера в взрослость народа. Та, которой всегда не хватает политики, напоминающей вечный детский сад. Он упорно разговаривает со взрослыми, даже когда ему отвечают детски. Сцены из штабных будней входят в его речь, как неотмывающиеся пятна в любимую рубашку. Он помнит запах мокрых карт, тяжелый стук печатного штемпеля, ощущение карандаша, что ломается на самом важном месте. Помнит лица людей, которые больше не придут, и решения, которые нельзя было принять иначе. В этом месте его судьба становится горькой. Он знает, что сделал то, без чего не было бы следующего шага, но знает и то, что в этой дороге отваливается кожа человечности, как шелуха. Это не оправдание и не обвинение, это та самая тишина за стенкой, ее низкий бас. В борьбе с теми, кто шел рядом, он быстро понял, что спор идет не о заключениях, а о темпах и инструментах. Когда власть перестраивается в пирамиду, у ее основания всегда скапливается теплота. Там люди, и они греются друг об друга. На вершине холоднее, там ветер. Троцкий выбирает вершину не из любви к холоду, а потому что оттуда ясно видно, куда идет колонна. Но ветер там настойчив,
и ломает голос. Внизу тем временем учится согреваться без огня за счет тесноты. И в какой-то момент оказывается, что голоса уже не слышно, что слова складываются в отдельный язык, на котором зал молчит. Когда это происходит, человек остается в комнате с лампой и с бумагой, где еще можно говорить так, как тебя больше не хотят слушать. Можно ли назвать его изгнание плавным? Скорее, оно похоже на скрип двери, которую закрывают медленно и аккуратно, чтобы не вспугнуть спящих. Он уходит из комнат, где больше не звучит музыка его речи. И в тех местах, где было все — люди, инструменты, даже сами стены — в итоге остается сигнал переключателя. Щелк. И тишина. Он берет в дорогу свою железную веру в прозрачность. И берет еще одну вещь. Привычку проверять каждое собственное слово на честность, как проверяют часы на точность. Если отстают, пусть на секунду, их надо заводить заново. В чужих городах он отлично слышит шаги. Чужая речь легче распадается на звуки. Шипение, смычные, ударные, и оттого яснее ритм города. В Баку смыкается соленая даль и шум базара, в Константинополе витает в воздухе специя и осторожность, в Берлине холод витрины как будто отзывается в спине. В каждой комнате стол, лампа, бумага. И стул, на котором думается лучше, чем сидится. Вот как выглядит его дом. Это не стены, это последовательность предметов, которые выстраивают мысль, лампа, чтобы точно видеть, бумага, чтобы читать себя, стул, который держит, но не убаюкивает. Пожалуй, это и есть архитектура его альтернативной России. Ясный свет, видимый текст, неудобная честность. Дорогие мои, я поставлю новое полено. Слышите, как оно тихо шепчет смолой? Сделаем маленький ритуал. На секунду прислушаемся к общему дыханию. Вдох мягкий, выдох длинный. Если наши вечера вам близки, не забудьте подписаться, чтобы не потерять огонь среди похожих окон. Наш маленький фонарик у двери горит и для тех, кто приходит позже обычного. Он часто думает о людях, чье имя никогда не напечатают в сводках. Те, кто несут на себе дисциплину, словно ведро воды через снег. Не пролить, не замедлиться, не отвлечься на разговор. Из них складывается та самая музыка организации, в которую он больше всего верит. Он говорит о солидарности не как о благородном жесте, а как о ремесле. Если ремесло хорошо отлажено, оно переживет неурожай. Если плохо, сломается в первую бурю. Его текст — это мастерская, в которой он подгоняет детали, чтобы хрупкая вещь не дрожала на ветру. В Мексике его текст становится медленнее. Это не усталость, это температура. Воздух держит слово чуть дольше, чем в европейском холоде. Паузы в речи не проваливаются, как в деревянный пол старого дома, а ложатся, как одеяло, тонкий слой за слоем. Он пишет о правах, и это звучит не как атака, а как признание. Человек не инструмент и не винтик, и если его заставляют верить, что он винтик, инструмент сломается. Он упорно повторяет простые истины, потому что сложные, без этих простых, превращаются в замок без ключа, красивый, но пустой. Вечером в саду тычутся в окна большие ночные бабочки. Он отгоняет их ладонью и улыбается, потому что они стучатся так же настойчиво, как когда-то стучались люди в двери штабных комнат. Его альтернативная Россия — огромная читальня, где теплый свет падает не сверху, как прожектор, а рассеянно, как от множества ламп, поставленных для каждого стола. Там слышно, как люди шепчут, чтобы не мешать друг другу, и как переговариваются, когда надо вместе поднять тяжелое. Это не рай и не проповедь. Там есть смены, усталость, спор, зачеркнутые планы, разочарования, задержки поездов, горькая зима. Но там есть одна вещь, которую трудно подделать. Ясность, что никого не прячут во имя будущего. Он бы сказал, если ваш проект скроен честно,
в нем видно шов. Если шва не видно, значит мы лжем себе о ткани. С этой ясностью трудно жить. С нею устаешь раньше, чем с любой другой, потому что она не дает согреться иллюзией. Но она и дает самый странный вид силы, ту, что остается, когда отнимают остальное. Он проходит через комнаты власти и выходит на улицу, и вдруг выясняется, что на улице дышится свободнее, хотя и холоднее. Он пишет свои длинные ответы миру и слышит только собственный стук пера о бумагу. Но в этом стуке хор, который подхватит потом, через много лет, люди, которые будут не похожи друг на друга. Это и есть его дирижирование после зала. И все-таки он не жрец чистоты и не святой прямоты. Он раз за разом признается самому себе в трудных вещах. Да, мечта ломает кости тех, кто к ней ближе остальных. Да, дисциплина — худой спутник нежности. Да, строить армию — это не играть в оркестр, а принимать удары и наносить их. Он не ищет оправданий, он называет цену. И когда в его жизни становится много счетов, он не плачет о судьбе. Он ставит цифру рядом со словом и дает нам возможность решить, что для нас дороже. Иногда единственный поступок уважения к человеку — оставить ему право самой этой оценки. Теперь, дорогие мои, если у вас есть возможность, пригубите чай. Пусть он будет теплым, как голос у огня. Я поправлю полено, и мы плавно перейдем туда, где тишина стала другой. Не как отдых, а как печать. В доме, где лампа желтым кругом, а нож блестит тускло, все кажется выставленным на простоте. Рядом очки, сзади окно, снаружи открытая ночь. Мы знаем, как все случилось, не будем задерживать взгляд. Важнее то, что остается. После каждого громкого человека остается шум, как после реки, отступившей после поводка. Этот шум не опасен, он слышится в тоске улиц и в привычках столов. И остаются слова, те, что можно подхватить рукой, как теплую кружку. Его слова остались так, теплыми, хотя он сам всегда казался холодным. Это противоречие и есть жизнь. Иногда спрашивают, а что бы он сделал, окажись в совсем другом времени? Ночью эти вопросы звучат особенно притягательно. Но у нас у огня принято иначе. Мы не рисуем соблазнительные «если бы», мы прислушиваемся к тому, что уже есть. А есть ритм, который не пропадает. Способ видеть завесы и поднимать их без злобы. Способ говорить взрослым голосом, когда очень хочется упасть в детский плач. Способ держать строй, который ты не навязал, а предложил. И люди встали, потому что согласились. Это не утопия, это ремесло. Его можно потерять. Его можно выучить заново. Его можно носить в кармане, как маленький перочинный нож, и доставать, когда нужен, чтобы подрезать лишнее и освободить веревку. Его противники были сильны не только воли, но и тишины. Они умели ждать, как умеет ждать пустой коридор перед кабинетом. Троцкий не умел молчать. И это было его силой. И это было его слабостью. Если прислушаться к огню, можно услышать, как это звучит. Громкая трещина, и потом долгий, ровный жар. Люди нашей истории чаще живут в трещинах, чем в жаре. Он же пытался жить в жаре и платить за трещины честно. В этом особая отвага, с которой легко спорить и трудно не уважать. Дорогие мои, у нашей двери все еще горит маленький фонарик. Если кто-то пришел в этот вечер впервые, добро пожаловать, подпишитесь, чтобы не потеряться. У нас нет вывесок и звонков. У нас есть огонь, на который можно выйти, если долго идти по запаху дыма, и он окажется под ладонями. Есть в его письмах место, в котором он объясняет разницу между массой и хором. Масса — это когда давят и двигают. Хор — когда слушают и подстраиваются. И он, как капризный учитель музыки, настоял бы на том, что хор слышнее руководителя. Руководитель лишь задает, а хор совершает.
В этой идее слышно, как он любил людей. Не как абстракцию, не как народ в бронзе, а как звук, отдельный, несовершенный, но поправимый. Он верил. Если дать каждому слышать, то ошибаться станет не страшно. Страшно, когда ошибаются слишком громко и слишком одиноко. Иногда его Россия кажется слишком светлой, почти до боли. Но и у этой боли есть польза. Она не дает мириться с полумраком, где удобно убирать пыль под ковер. Его биография напоминает нам: чистый свет утомляет, но только при нем видно, где на столе остался нож, а где нитка, и что именно сейчас нужнее. Возможно, именно за это мы благодарны даже тем, кто был нам несимпатичен. За свет, который не позволил нам уснуть лицом в тарелку истории. Если выйти из дома и встать под апельсином, то запах горечи станет терпким и ровным, как черный чай. Ветер прогладит листья, и где-то по соседству собака залает глухо, словно ей приснился чужой двор. Ночь будет теплой и длинной, и в этой ночи можно отчетливо понять: конечна не идея, конечен голос. Голос выключит как лампу. Идея — нет. Если она была собрана честно и бережно, она переживет даже тех, кто говорил ее громче всех. Мы у камина любим возвращаться к простому. Ритуал не про форму, а про память. Мы приглушаем свет. Мы ставим чашку ближе к огню. Мы слушаем треск поленьев. Мы тихо произносим имена. Мы не призываем и не оправдываем. Мы сохраняем тепло. Потому что только в тепле можно быть достаточно смелым, чтобы смотреть на холодные вещи. В этом смысл наших вечеров. И если когда-нибудь вам покажется, что комната стала слишком пустой, приходите. Фонарик у двери горит без расписания. Лев Троцкий остался в истории так, как остаются камни в русле. Вода меняется, камни нет. О них спотыкаются, на них сидят, свесив ноги. Им рисуют белые полосы, чтобы ночам было видно, где берег. И все же благодаря им река знает, как ей шуметь. И если мы сегодня слышим не только грохот, но и мелодию, отчасти это его работа. Без подписи, без претензии. С упрямой верой, что хор слышнее одиночного голоса. Я потушу свет в дальней комнате, так, чтобы наш круг остался единственным островком в доме. Мы сделаем еще один вдох. И отпустим эту историю, как отпускают в окно горячий пар. Он чуть-чуть задержится на стекле и исчезнет. Но запах теплой чашки останется в комнате. И мы будем помнить этот звук, ровный гул жара, который слышат не ушами, а кожей. Если вы были с нами, оставьте у огня свое слово. Не для счета, для тепла. С вами был Северин, хранитель этого ночного огня. Если история коснулась, подпишитесь, пожалуйста, чтобы маленький фонарик у двери узнавал ваши шаги и зажигался заранее. Так дорога к нашему камину никогда не покажется слишком длинной. Спасибо вам за этот вечер, дорогие мои. А пока тише, пламя идет вниз, попепельнело. Я оставлю на каминной полке спичечный коробок, чтобы в любой вечер разжечь огонь одним точным движением. До следующей ночи,